3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Прогулка с папой. Однажды папа повез котят покататься на снежных склонах. Классно, что мы гуляем сегодня с папой. Ага, можно делать все, что захотим. Здорово! Миу, 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 миу. Но вы должны меня слушаться, ведь к обеду нам надо вернуться домой. О! В парке так много снежных горок. Какую же выбрать? Я хочу на эту горку. А я хочу вон на ту. Нет, давайте туда. Котятки, у нас всего пара часов. Тогда давайте скорее. Ха-ха! Время пролетело незаметно. Котятки, не лежите на снегу. Ой. А вообще, нам уже пора домой. Нет, мы же еще не съехали с самого большого склона. Ну, хорошо, съедем разочек. Чтобы забраться на большой склон, папа и котята едут на специальном подъемнике. Ух ты! Ого! Фу! Коржик, надень шарф, тут сильный ветер. Ну, пап, не жарко. И нет никакого ветра. О! Ну вот, надо было меня слушать. Теперь еще и шарф доставать. Едем скорее. Интересно, если я там внизу упаду в снег, я превращусь в снежный ком. Ой. Ой. Вот будет смешно. А далеко ли можно укатиться с этой горки? Круто! Котятки, у нас мало времени. Эть! Классная горка! Теперь надо снять с елки шарф коржика. Только не трясите, а то вас завалит снегом. Ой! Ой! Ха-ха! Что и требовалось доказать. И- Ну, а теперь едем домой. Да? Что? Но котята захотели еще раз съехать с горки. Значит, вы уверены, что мы не опоздаем? Уверены? Но начался сильный снегопад. Интересно, в каком сугробе наша машина? А ведь нам пора ехать. Зеленая, не наша. Синяя, не наша. Красная. Наверное, это наша машина. О, спасибо, что очистили мою машину. Пока! Ну вот, я устал, замерз и проголодался. Я тоже. Надо было слушаться папу и ехать домой, когда он говорил. Хорошо, что вы это поняли, котятки. Но как нам отыскать нашу машину? Я знаю, что надо делать. Папа, нажми на брелок. И как я сам не догадался. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте скорее очистим машину и домой. Мама заждалась. К обеду все немного опоздали. Но зато котята поняли, что лучше во всем слушаться взрослых. Дед Мороз и Снегурочка. Однажды зимним утром котята смотрели в окно. Скоро Новый год, а снег взял и растаял. Наверное, Дед Мороз забыл сделать новый снег. А может, он просто очень устал? Перед Новым годом у Деда Мороза и Снегурочки очень много дел. А давайте позовем их в гости. Пусть немного у нас отдохнут, а потом сделают новый снег.
Точно! Позовем Деда Мороза и Снегурочку. О, как это мило с вашей стороны. Мы с папой обязательно их пригласим. Да, прямо сейчас я им позвоню. Здравствуйте. Здра- Мы позвонили Деду Морозу и Снегурочке. К сожалению, сейчас мы не можем ответить. Перезвоните нам завтра. С наступающим Новым годом. Там автоответчик. Говорит, что они сегодня не смогут. Ну что? Они придут к нам сегодня в гости? Так, Конечно, придут. Сегодня же вечером. Ура! Миу, 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 миу. Раз уж не удалось дозвониться, мы сами переоденемся в Деда Мороза и Снегурочку. правильно, кисуля. Осталось найти костюмы. Но в магазине осталось 2 последних костюма. Костюм Деда Мороза мне ужасно мал. А костюм Снегурочки мне слишком велик. И что же делать? А котята уже ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки. Хо-хо! Хо-хо-хо! Здравствуйте, котятки. Ого, какая Снегурочка большая. Это потому, что я очень люблю поесть. Прямо как наш папа. И смеется она, как наш папа. Ну, мы же приехали с крайнего севера. Там у нас все так смеются. Давайте лучше пить чай. Осторожно, горячо. А у Деда Мороза голос, как у нашей мамы. Просто Дед Мороз боится всего горячего, и от страха у него даже голос меняется. А давайте-ка лучше станцуем танец снежинок. Давайте, чтобы снова пошел снег. Кажется, котята нас не узнали. Котя, а тебе очень идет эта коса. Дедушка Мороз, а ты танцуешь совсем не как дедушка. Наверное, ты уже достаточно отдохнул. Теперь вы со Снегурочкой сделаете так, чтобы снова пошел снег. Снег? Ой, Дурацкая борода! Да это же наш папа. А это наша мама. А я сразу подумал, что это вы. А зачем вы переоделись в Деда Мороза и Снегурочку? Просто настоящие Дед Мороз и Снегурочка сегодня не смогли прийти. Но вы же у нас лучшие Дед Мороз и Снегурочка на свете. Смотрите, опять снег пошел. Вот чем сейчас заняты Дед Мороз и Снегурочка. Они делают снежинки. Здорово! Миу, 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 миу. Кстати, ваша мама Мороз. И папа Снегурочка тоже кое-что для вас приготовили. Оказывается, мама с папой принесли котятам маленькие подарочки. А Дед Мороз и Снегурочка все делали и делали новые снежинки. Новый год. Однажды Коржик, Карамелька, Компот, мама и папа готовились встречать Новый год. Котятки, сегодня вы можете не ложиться спать в 9 вечера, а дождаться полуночи. и впервые в жизни встретить со взрослыми Новый год. Ура! Миу, 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 миу. Не ложиться в 9 спать, не ложиться в 9 спать. Новый год наступит, когда эти стрелки будут вот тут. Надо только немножко подождать. Прошло 5 минут. Ну долго еще ждать, что-то мне скучно. Чтобы не скучать, можно помочь маме. Мама, можно тебе помочь? Спасибо, мои хорошие, но я и сама справляюсь.
Тогда поможем папе. Папа, тебе помочь? Спасибо, котятки, но я буду готовить на улице фейерверк. А это занятие для взрослых. Тогда давайте смотреть телевизор. С ним время пролетит незаметно. О, наш сериал про пиратов. Класс! Но тут часы пробили 9. Ой, мы чуть не заснули. Это из-за телека. Да нет, просто мы привыкли засыпать в 9 вечера. Но я не хочу проспать Новый год. А давайте поставим на голову ведерки с водой. Чтобы их не уронить, мы точно не уснем. А если вдруг уроним? Ай. А мокрыми нельзя встречать Новый год. Ведь как его встретишь, так потом весь год и проведешь. Тогда можно выйти на улицу. На морозе нам спать не захочется. А вдруг мы так замерзнем, что не отогреемся до Нового года? Я знаю, что надо делать. Давайте будем упаковывать подарки, которые мы приготовили друзьям. И тогда мы точно не заснем. Упаковывать новогодние подарки – очень интересное занятие, но и довольно утомительное. Коржик, карамелька, компот. Пора готовиться. Ах, вы мои новогодние подарочки. Давай уж не будем их будить. Эх, жалко. Ну ничего, следующий Новый год уж точно вместе отпразднуем. Оказывается, Карамелька завела будильник, чтобы не проспать Новый год. Доброе утро. Ой, мы что, проспали Новый год? До Нового года еще осталось полчаса. А я уже отлично выспался. 8, 9, 10, 11, 12. С Новым годом! С Новым годом! Миу, 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 миу. Котят пришли поздравить их друзья. С Новым годом! Котята обмениваются подарками. А еще папа обещал устроить салют. В новогоднюю ночь котята дарили друг другу подарки. Любовались фейерверком, веселились, и им совсем не хотелось спать. Космическое путешествие. Однажды вечером разыгралась метель, и котята остались дома. Скукота! Может, поиграем во что-нибудь? А во что? Смотрите, снежинки похожи на звезды. Мы как будто летим в космосе. Точно! Будем играть в космическое путешествие. Давайте, будем летать среди звезд. Здорово! Миу, 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 миу. Но в космосе все должны парить в невесомости. Ха, а вот и невесомость. Я больше не могу бороться с силой земного притяжения. Фу. А мы построим космический корабль. Котята берут коробку от пряжи, чтобы сделать корпус корабля. Берут картонные папки, чтобы сделать крылья. Находят воронку, венчик и бублики. Прикрепляют все это к коробке, и вот космический корабль готов к старту. Говорит капитан корабля. Приготовиться к полету. Говорит штурман. К полету готовы. Говорит бортмеханик. Включаю двигатель.
пришельцев из космоса. Что это вы тут устроили? У нас космическое путешествие. Скорее, космический беспорядок. Займитесь-ка уборкой, ведь вам скоро в кровать. А космическое путешествие? Мы не можем жить без космоса. Да! Внимание! Говорит Центр управления полетами. Команде звездолета «Три кота» дается задание убрать весь космический мусор и спасти нашу цивилизацию от загрязнения. Как поняли? Прием! Вас поняли! Убираем космический мусор. Ура! Что будем делать с шерстяными кометами? Отправим их на планету Комод. Кухонные астероиды. Разложим их по полочкам, то есть по орбитам. Книжные метеориты. Ого, как их раскидало. Их место в галактике книжный шкаф. А этот космический мусор надо отправить в черную дыру мусорного пакета. О, сколько накопилось. Я знаю, что надо делать. Мы выйдем в открытый космос. В космосе зима. Не забудьте скафандры. Мы избавили нашу вселенную от мусора. Это что, пришельцы из космоса? Нет, папа, это мы. Космическая уборка выполнена. Молодцы! Готовьтесь ко сну, а я приду и поведаю вам истории про космос. И про далекие звезды. Здорово! Миу, 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 миу. Папа и мама сделали звездное небо, используя фонарик и дуршлаг. А котята слушали папины истории и готовились увидеть космические сны. Снежные горки. Однажды зимним субботним утром котята спешили покататься на санках с ледяной горки. О, доброе утро, котятки! Куда это вы так рано? Кататься с горки. Но ночью шел снег, и горку совсем засыпало. Ой, а где же горка? Главное, что есть санки, а горка найдется. Здорово! Миу, 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 миу. Поехали! Но санки вязнут в рыхлом снегу. А наша горка точно была здесь? Мне кажется, я даже ее вижу. Тогда мы ее быстренько откопаем. Приступим. Но откапывать горку оказывается не так-то легко. Так мы целую неделю копать будем. Папа, папа, помоги нам откопать горку от снега. Конечно, помогу. Сразу, когда смотрю соревнования по сноуборду. Ого, я тоже так хочу. Для сноуборда нужна большая горка, а наша слишком маленькая. Ну, пока у нас и маленькой горки нет. Мама! А ты поможешь нам раскопать нашу горку? К сожалению, я опаздываю на фитнес. А если горку засыпала, поиграйте пока в дочки-матери. Но котята не хотят играть в дочки-матери. А давайте посыпем снег солью. От соли снег растает. Но от соли и снег растает, и лед на горке тоже. Может, лучше позовем бульдозер? Он почистит нашу горку за минуту. Но бульдозеры обычно чистят дороги, а не горки.
Тогда давайте запустим по горке снежный ком. Он соберет весь снег, а лед на горке останется. Точно, давайте. Какой хороший получился ком. Теперь давайте скатим его с горки. И раз, и два, и... Кто там? Странно, никого нет. Горку теперь засыпало еще сильнее. Теперь ни бульдозер, ни папа нашу горку не откопают. Я знаю, что надо делать. Эй, да помогите же! Это же папин сноуборд. Папин сноуборд прекрасно подходит для катания по рыхлому снегу. Ого! Ого! Фитнес отменяется. Я лучше покатаюсь с вами. Ну-ка, брысь. Ура! Миу, 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 миу! Вот это подходящая горка для сноуборда. А теперь показывай, как надо. Снежные горки — это хорошо, а большие снежные горки гораздо лучше. Мамин цветок. Однажды котята устроили дома игру с подушками. Ой, может, нам лучше положить подушки, а то вдруг мы попадем в люстру. Люстра высоко, а мы еще маленькие. Мы даже до нее не добросим. Смотри. Но подушка попала в горшок с любимым маминым цветком. О, мама очень расстроится. Да, она заботилась об этом цветочке еще с тех пор, как он был маленьким ростком. А потом она так радовалась первому бутону. А помните, как на выставке цветоводов маме за него дали приз? Мы обязательно спасем мамин цветок. Здорово! Миу, 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 миу. Надо склеить горшок. Сейчас я принесу клей. Ну вот, почти как новенький. Клей для бумаги. Ой, этот клей слишком слабый. Горшок им не склеить. Но у нас нет другого клея. Как же починить горшок? Нам не нужен горшок. За мной. Вот, самая красивая кружка. Коржик, сейчас не время пить чай. А я и не собираюсь пить чай. Мы посадим в эту кружку цветок. Готово. Теперь у маминого цветка новый дом. Коржик, кажется, цветок загрустил. Не может быть. Это же такая красивая кружка. Из нее же так хорошо пить. О, может, цветок надо просто полить? Котята так хотели помочь цветку, что перестарались и налили слишком много воды. Коржик, компот, теперь цветок еще сильнее загрустил. У меня есть книжка, где написано, что растения любят музыку. Тогда скорее. Надо сыграть маминому цветку что-нибудь веселое. Подождите, давайте лучше сыграем что-то красивое, но очень спокойное.
Котятки, какая чудесная музыка. Ой, мой цветок. Прости нас, мама. Мы бросались подушками. И разбили горшок. Что же вы сразу мне не сказали? Не хотели тебя расстраивать. Думали, что сами все исправим. Но у нас ничего не вышло. Так, без паники. Я уже здесь, и цветок еще можно спасти. Я знаю, что надо делать. В следующий раз, если что-то случится, мы сразу расскажем маме. Правильно, котятки. А сейчас надо срочно принимать меры. Мы пересадим цветок в новый большой горшок. Сначала насыпаем камушки, чтобы вода в горшке не застаивалась. Добавляем земли. Передайте-ка мне цветок, котятки. Теперь можно полить, но немножко. Ну вот, все исправили. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мама! Я случайно разбил кружку. Молодец, что сразу сказал об этом, Коржик. Пить из такой кружки уже не стоит, но можно склеить ее и посадить в нее какой-нибудь цветочек. Вот так котята поняли, что мама всегда поможет им все исправить, если они вдруг ошибутся. И даже разбитой чашке найдется новое место. Папин телефон. Однажды папа подготовил презентацию для нового кафе. Таким образом, кафе «Сласти-мордасти» гарантирует нам высокую рентабельность и окупаемость. Отлично, Котя. Я уверена, что совет кондитеров все одобрит. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Ну и хорошо. Так, вся презентация скопирована сюда. Папа собирается показать презентацию с помощью своего ноутбука. Пока! Совету кондитеров точно понравится папина презентация. О, надо позвонить и предупредить, что я опоздаю. Ой, а где мой телефон? Мама работает над новой коллекцией одежды. Мама! Папа забыл свой телефон, а ему дедушка звонит. Алло. Привет. Добрый день. А Котя уехал и забыл телефон дома. Понятно. Ну, я тогда вечером перезвоню. Пока. До свидания. Котятки, положите мобильный папе на стол. Наверное, он за ним вернется. Мама! Тут кто-то неизвестный звонит. Слушаю. Здравствуйте, это клиника полосатого стоматолога? Нет, вы ошиблись номером. Всего доброго. Так, я сейчас отключу звук, а вы его больше не приносите. Папа потом сам посмотрит, кто ему звонил. Похоже, папе звонят с работы. Слушаю. Алло, совет кондитеров в полном составе. Мы ждем только вас. Алло, вы меня слышите? Здравствуйте, это Карамелька, а тут еще Коржик и Компот. Наш папа уехал, а телефон забыл дома. Ясно. Похоже, придется отменить презентацию. Нет, папа так долго готовился. И репетировал выступление. Мне жаль, но нам нужно увидеть презентацию прямо сейчас. Я знаю, что надо делать. Мы сами покажем папину презентацию. Котята включают на телефоне видеосвязь. Как нас видно? Можно начинать презентацию. Ай, ну попробуйте. Итак, Ой. папино кафе будет небольшое, но уютное, в желто-оранжевых тонах. Там будут блюдца с кошачьими лапками и чашки с кошачьими лапками. Еще будут круглые столы, а в витринах будут лежать всякие сладости. Еще там будут разные ягоды, которые можно добавлять в пирожные. У официантов будет красивая форма, а на голове шапочки в виде пирожных.
А еще там будет... Таким образом, наше кафе будет отличным местом для семейного отдыха. Ого! Простите за опоздание. Пробки, а я забыл дома телефон. Привет. Папа! Ваши котята только что показали презентацию. Это великолепно. Правда? Вот молодцы. Мы одобряем открытие вашего кафе. Кстати, как оно будет называться? Знаете, я думаю назвать кафе «Три кота». Ура! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря находчивости котят, в городе скоро откроется новое семейное кафе. Заморские гости. Однажды в гости к папе приехал его старый друг, который живет в далекой стране. Здравствуйте, Неко-сан. Друг мой, добро пожаловать. Добро пожаловать. А это ваша милая дочка? Да, это Моти. О, а это ваши котята. Котята — это Моти. Привет, я Коржик. Я Карамелька. Я Компот. Котятки, в стране наших гостей принято кланяться друг другу при встрече. Я возьму ваши куртки. Котятки, пока мы с вашим папой будем готовить мой фирменный десерт, вы можете поиграть с Моти. Она привезла вам гостинцы. Здорово! Миу, 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 миу. Это традиционные костюмы, как у нас с папой. Кажется, в таком наряде в футбол играть не очень получится. Моти показывает котятам традиционный танец с веерами, которые она привезла для Карамельки. Зачем мне два одинаковых веера? А еще Моти привезла книгу национальных изделий из бумаги. Оригами. Никогда не слышала о таком. А теперь поиграем. Ой. Ой. Котята стараются делать все, как показывает Моти, но пока у них не очень получается. Наверное, традиции далеких стран не для нас. К обеду все расселись так, как это принято в стране Неко-сана и Моти, чтобы попробовать блюда их традиционной кухни. И наши маринованные помидорчики. Похоже, в их стране нет стульев. Вилок у них, видимо, тоже нет. Это уж слишком. Как можно есть палками? У нас не получится. Да, это совсем неудобно. Ух ты, как здорово у тебя получилось! И у вас получится. Надо зажать палочки вот так, а потом хватать. Это Неко-сан научил меня пользоваться палочками. А сам я думал, никогда не научусь. Но зато теперь вы делаете это не хуже меня. Ура! У меня получилось есть палочками! Я знаю, что надо делать. Мы будем стараться учиться новому. Моти, ты нас научишь? А вот еще кое-что из нашей страны. Мое знаменитое черное мороженое. Теперь ваш папа тоже умеет его готовить. Черное? Оно что, подгорело? Нет, просто оно сделано из черного кунжута. Попробуйте. Мы бы хотели
нашей стране. Тогда приезжайте, когда захотите. Мы с радостью примем наших заморских гостей. Кстати, мороженое можно есть и ложками. Здорово! Миу-миу-миу-миу! О, это ваши национальные танцы? Да. Другие страны — это здорово. И котята были очень рады познакомиться с традициями и культурой страны, откуда приехала Моти. Снежная битва. Однажды выпало очень много снега. Сколько снега! Ой, И он хорошо лепится. Значит, из него получатся отличные снежки. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Ха! Берегись! Хей! ой, ой. Ой, снежки летят со всех сторон, и я не понимаю, в кого кидать. Я не хочу больше играть. Это потому, что мы играем каждый сам за себя. Надо разделиться на команды. Классная идея! Кто со мной в команду тигров? А кто в команду львов? А я не хочу играть в снежки. Я буду строить красивую башню принцессы. Башня будет высокая и изящная. У нее будет красивая крыша и мост с колоннами, по которому будет ездить карета принцессы. А я буду помогать Лапочке. Вот. А потом спрячусь от снежков и ее башни. Кстати, мы ведь можем построить крепости из снега. Да! Крепость нас защитит, и мы сможем сделать много снежков. Пока тигры и львы строят снежные крепости, Компот и Лапочка лепят снежную башню. Ну все, хватит уже. Мне надоело строить. Давайте играть. Давайте. Но все время сидеть в укрытии очень скучно. Тигры, хватит отсиживаться в крепости. За мной! Отступаем в крепость! В атаку! Ой! Эй, смотрите, куда бросаете. Надеюсь, они не сломают нашу башню. Она получается такой красивой. Я уже устал бегать от снежков. Нужно придумать, как подобраться к ним незаметно. Идея! Нам нужно прикрытие. Мы за него спрячемся, и они нас не увидят. Скатаем большой ком. Тигры, вперед! У тигров хитрый план. Но львы хитрее вас. Мы скатаем свой шар. Скорей! Сейчас мы подберемся к их крепости. Ой! Ура! Мы сломали крепость львов! Ой! Вы сломали нашу башню, а ведь мы ее так долго строили. Она была такой красивой. Простите, мы не хотели. Это все из-за снежной битвы. Я знаю, что надо делать. Тигры и львы объявят перемирие и помогут Компоту и Лапочке восстановить башню. Тигры и львы помогли Лапочке и Компоту отстроить башню заново, и она стала еще красивее, чем прежде. Это не башня, это настоящий дворец. Теперь мы устроим турнир по метанию снежков в честь открытия нашего дворца. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Играть в снежки, конечно, весело, но гораздо лучше слепить что-то красивое вместе с друзьями.
ведь это будет долго всех радовать. Снежный домик. Однажды котята собирались на детскую площадку рядом с домом. Далеко не уходите, чтобы я видела вас из окна. И долго не гуляйте, а то замерзнете. Лучше вернитесь домой, погрейтесь, и потом снова пойдете гулять. Здорово! Миу, 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 миу. Жалко, что надо возвращаться домой, чтобы погреться. Интересно, как жить на севере, где всегда зима и холодно? Северные коты живут в иглу. Иглу – это такой круглый дом из снега. Как можно жить в доме из снега? Там же холодно. Вот и я всегда хотел это узнать. Давайте построим иглу и проверим. Ну нет, это скучно. Лучше играть в снежки и кататься с горки с друзьями. Котята пришли на детскую площадку, а Компот все-таки решил построить иглу. Компот, хватит лепить. Давай к нам. Это так весело! Компот, давай с нами кататься. Компот, давай с нами в снежки. Смотрите, а вон ледяной спуск. Давайте там покатаемся. Коржик, пора домой греться. Да, мама, мы сейчас придем. Ну вот, нам пора домой греться. Я тоже пойду домой, а то мне немного холодно. А у меня нос замерз. Тогда начнем кататься с ледяного спуска после обеда. Компот, мама звонила. Нам пора домой. Ну вот, я не успел достроить иглу. Ты тогда лето будешь строить. А летом на улице уже будет жарко. И еще ты пропустишь все зимнее веселье. Я знаю, но я хочу проверить, правда ли, что внутри иглу теплее, чем снаружи. Вернувшись на улицу, котята продолжили веселиться. Давайте паровозиком съедем, идите все сюда. А давайте еще Компота позовем. Паровозик будет длиннее и съезжать будет веселее. Да мы уже 100 раз его звали. Но пока он не достроит иглу, он играть не будет. Фу. Я знаю, что надо делать. Давайте поможем Компоту построить иглу. Тогда он освободится и сможет играть с нами. Точно, давайте. А то бедный Компот там совсем один. Эй, строительную бригаду заказывали? Благодаря помощи друзей, снежный дом Иглу вскоре был готов. Как красиво! Теперь осталось проверить, будет ли внутри теплее, чем снаружи. Даже если там холоднее, мы все рады, что помогли тебе. Ведь теперь ты сможешь играть вместе с нами. Вот это да! Тут теплее, чем на улице. Значит, это правда! Северные коты живут в снежных домах. А раз так, мы сможем тут греться, если нам станет холодно на улице. Здорово! Миу, 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 миу. Коржик и Карамелька поняли, как важно во всем поддерживать своих близких. А мама принесла котятам термос с чаем, чтобы в снежном домике им было еще теплее. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу!